Эй, всем привет. Всем привет, добро пожаловать на стрим. Пятая часть. Привет, Миш, привет, Илья. Пятая часть. Пишем плагин для миграции JSON файлов. Сегодня у нас 18 февраля. Время по Москве 17 часов 47 минут. Дайте знать, если меня хорошо видно, хорошо слышно. Вроде как должно быть. Вроде проверил трансляцию перед стартом. Собственно, вот прошла еще одна неделя. Уже пятую неделю подряд работаем Пятую неделю подряд уже работаем над этим плагином. Получается достаточно неплохо. Прислушиваюсь ко всем рекомендациям, что дают. Параллельно за недельку, которая проходит, думаю над возможными улучшениями. Как можно те или иные вещи имплементировать. Сегодня, собственно, у нас по плану мы попробуем подумать и проанализировать, какую имплементацию лучше всего нам будет написать для нашего JSON-мигратора. Сейчас мы это делаем способом, который не будет работать, не будет покрывать абсолютно всех кейсов. Потому что мы создаем объект через активатор. На прошлых стримах я достаточно подробно об этом рассказывал. И мы созданный объект заполняем нашими данными. Также имплементация на стороне клиента этих миграций будет выглядеть, откровенно говоря, очень плохо. Давайте, собственно, перейдем к коду. Собственно, да, вот здесь мы create instance делаем через активатор, и здесь мы делаем populate. И вот проблема с этой имплементацией будет тогда, когда у нас будет уже has existing value, он будет у нас в true, то есть это значит, что мы уже на созданный объект будем добавлять какие-то данные. То есть, по сути, мы будем вызывать не метод deserialize object, а метод populate. Это создаст много проблем нам. Точнее, данная имплементация, она вообще этого не поддерживает. Соответственно, я завел тудушку. Подробно ее здесь расписал. И также по рекомендации Миши я завел проект внутри. Сейчас, если перейдете в репозиторий, ссылка на репозиторий, кстати, есть в описании. Если вы перейдете туда, то вы увидите раздел Projects. И в разделе Projects будут все задачи, которые... я пытался перед стримом их накидать, но как-то я вообще не заморачиваюсь в этом плане. Не моя задача создать себе больше проблем и создать себе больше работы. Поэтому я накидал коротенько список, который нужно будет сделать, перенес его, по сути, вот из кода, из этих частей. И отсюда мы можем сразу видеть, во-первых, прогресс по задачам. Вот. И когда у нас, соответственно, плагин будет готов приблизительно к релизу. То есть это... Кстати-ка, может быть, я могу... rename view, да. Вот, давайте я это переименую, так и напишу. Version 1. Вот. Пока еще непонятно, какой способ... будем ли мы здесь использовать семантическое версионирование или нет. Потому что как будто какие-то патчи, которые мы будем выпускать, они не должны будут ломать обратную совместимость
потому что у нас нет никаких данных. То есть ты скачал новую версию и все. То есть у нас не будет минор. Ну, по идее, нам нет смысла делать минор, мейжор, билд, вот эти вот все версии. Но бог их знает, кто ж это предвидит. Собственно, я накидал все вещи, которыми бы хотелось заняться в первой версии. Соответственно, это то, что мы сейчас будем делать, это улучшать нашу имплементацию, покрывать все кейсы, в том числе напишем тест-кейс для текущих значений метода populate. В зависимости от имплементации, вот здесь я написал research. Research насчет имплементации Roslyn анализатора. То есть в зависимости от имплементации, может быть, у нас получится это сделать. Дальше мы напишем небольшой бенчмарк, чтобы попытаться подумать, как мы можем улучшить перформанс внутри нашего мигратора. Уменьшить аллокации, может быть. Ну, в общем, это такое уже больше improvement. Ну и потом дальше интеграция через NPM и Nugget и через Nugget, чтобы можно было наш плагин легко интегрировать в любой проект без каких-либо проблем. GitHub Actions может быть для релиза, опять же, в NPM и в Nugget для автоматического релиза версий. Но может быть, если там у нас будет, пара версий, может быть, мы их вообще ручками загрузим и париться вообще не будем. То есть, ну, здесь, опять же, нет желания стрелять себе в ногу. Ну и финальная часть — это readme. Это readme. Вот. За этот стрим, конечно же, мы все не успеем сделать. У нас на 5 задач шло, по сути, 5 стримов, поэтому здесь еще, еще сколько-то будет. Не моя задача спешить. Здесь, в конце концов, делаем все по кайфу. Так. Тем временем мы приступаем к написанию. Не забудьте подписаться на канал, подписаться на мой телеграм-канал, где я пишу про архитектуру Unity проектов. Я сейчас перечитываю очень много научных статей, очень большое количество научного материала по поводу архитектуры, в том числе разбираюсь вообще, откуда там все началось. И из интересного, что я вот вчера, например, прочитал, что MVC, ну, представление, вот MVC Pattern, Model View Controller берет свое начало еще с 70-х, 80-х годов с языка Smalltalk. И изначально это было своеобразная такой имплементация. Это выглядело больше как портов, то есть они так и называются, можно прям найти ports and adapters. То есть и примерно вот оттуда люди еще на заре программирования, программисты, поняли, что можно разделять, нужно разделять на 3 таких базовых слоя. Это достаточно интересно. Вот. И их представление, о том, как это лучше всего делать, достаточно много статей написали и в научные журналы, и какие-то даже научные статьи. Ну, научными их сложно назвать, то есть, ну, это скорее заметки в научных статьях по поводу того, как именно лучше всего реализовать идею Model View Presenter, Model View Controller. И достаточно хорошо там это все расписано. В общем, работаю сейчас активно над этим, чтобы больше писать в блог. Поэтому подписывайтесь. Там будет много всего интересного.
А, Так, давайте пойдем в имплементацию. Сакутин говорил, что изначально MVC в чистом виде подходит для консольных приложений. Он был разработан, когда еще не было интерактивного view, взаимодействующего с мышкой. Ну вот да, то есть я уж не смотрел именно этот момент, связанный с ну, у романа. Но да, предпосылки и свое начало все берет далеко-далеко задолго до. Так. Ну что ж, поехали. Что мы точно оставим? О чем я точно думал? Это о том, что есть несколько способов имплементации. Давайте создадим какой-нибудь person citor, migratable. Давайте. Так, public sealed class. Давайте создадим какой-нибудь person v4, допустим, I. И попытаемся подумать, как мы можем имплементировать как мы можем имплементировать версии, вызов версии. То есть изначально у нас была проблема, что на клиентской стороне имплементация миграции будет выглядеть примерно таким образом, что, конечно же, ну, супер неудобно. Ну, понятно, это на курсе. На курсе у него было. Это публично, он об этом не говорил. Ну, да. Собственно, person v4, да, то есть мы пишем там четвертую версию здесь проставляем. И дальше вызываем метод migrate. Вот я думал на двух имплементациях. Первое, мы делаем какой-то public dictionary. Делаем его по версии, а после этого делаем, получается, delegate action, в который указываем JObject. И да, и по сути, ну, вроде как по сигнатуре все. И мы, получается, вручную прописываем здесь имплементацию по типу версии 1. Сейчас. Версия 1. И здесь вот пишем private void migrate. Пишем, допустим, 1 и пишем JObject. Кстати-ка, не void, а JObject тоже должен быть. Здесь мы используем ref, а вот здесь мы ref нет, ну конечно мы здесь ref не сможем использовать, поэтому получается func. Это первое. Так, return JSON object. Получается, для первой версии мы вызываем func JObject. И тогда вот здесь прописываем migrate 1. Make метод static. Ну вот да, static тогда. Да, func JObject. Да, уже так и сделал. Вот, migrate 1. Потом получается, что для второй версии мы должны будем прописать
Для второй версии мы должны будем прописать, по сути, migrate 2, migrate 1. Да, то есть это получается уже лист. У нас уже выходит какой-то, ну, не лист, хорошо. Пусть это будет вот так, допустим. Соответственно, new. Сможем ли мы без указания сигнатуры это сделать? Судя по всему, нет. Можно с таким успехом интерфейс завести с методом подобной сигнатурой. Да, North словарь оставь без коллекции. Ну, в целом, да, можно, но тогда это должно будет выглядеть немножко по-другому. Сейчас. То есть получается, здесь должно будет быть что-то типа delegate, combine. И получается migrate 1, migrate 2. Ну и он будет требовать два делегата. Либо migrate 1. Hey man. Hey Felipe. Just came to say hi. Keep it consistency. Yeah. Thanks, mate. Happy to see you here. So, always usually, I on video post processing, when I finish the stream, I move it to Whistle large language model to generate subtitles, and here unfortunately I can't speak on both languages because yeah, there is no runtime English subtitles for translation from English to Russian, or from Russian to English. So yeah, unfortunately I will continue to talk about migrations on Russian language. Yeah, I will check it up later. Haha. Take care. Yeah, thanks mate. See, I'll let you know when I will upload all English subtitles for that video. Thank you so much for visiting my stream. I really appreciate for that. Yep. Happy weekends. So, давайте вернемся. Короче, основная проблема здесь это, во-первых, комбинация делегатов для вызова. То есть, вот как нам сейчас объединить два, ну, через delegate только через delegate combine. Господи. И это все нужно будет имплементировать на стороне клиента. Короче, как я это вижу, это будет супер неудобно. Это столько кода постоянно нужно будет писать. Да, слушай, а ты прав. Слушай, ты прав. Я же могу эту логику имплементировать на другой, ну, типа... Я же могу эту логику имплементировать внутри... Да, Миш, ты прав. Migrate 3, Migrate 4. Все. И тогда получается это логика, ну,
обязанность по итерации и по проверке на наличие будет лежать на нашем классе миграторе. Но первые плюсы этого. Первое это то, что мы вручную явно указываем, какие методы, где мы вызываем, в каком порядке. Это первое. Второе. Dictionary сама по себе будет преаллоцирована. То есть мы, допустим, сделаем ее частью iMigratable интерфейса. То есть нам здесь это не нужно будет. Мы сделаем ее частью iMigratable интерфейса. И все делегаты, все лямбды у нас будут проаллоцированы на момент создания объекта. То есть нам не нужно будет их каким-то образом дублировать. Дублировать имплементацию. Ну и оно будет, порядок вызовов будет прозрачный. Третье, на LinkU, если мы включим, как оно там называется-то, стриппинг, да, сейчас Ctrl-Shift-B, Player Settings, если мы включим стриппинг на уровень High, то автоматически эти лямбды, они не будут убраны компилятором при реализации. Они так и останутся. Не компилятором, точнее, а линкером. Линковщиком. Они не будут убраны. Это из плюсов. Из минусов. У нас есть проблема с доступом к этому полю. Вот, у нас есть минусы с доступом к этому полю. Какие конкретно, в чем он конкретно заключается? Если мы выносим его в метод, сюда, то мы ожидаем, что мы будем вызывать его на конкретном инстансе. На инстансе конкретного класса. И это проблема. Это проблема, потому что нам нужно будет создать инстанс. А как я напоминал, мы будем отходить от создания инстанса вручную, потому что это будет противоречить вот этому. О, кстати-ка, да, точно, давайте drink, передвинем тасочку в in progress. Это создаст проблемы с методом migrate. Не с методом migrate, а том, что нам нужно будет создавать инстанс для того, чтобы получить доступ к вот этой коллекции. Есть еще отдельный вариант. Создать маппер отдельный по типам. И в мигратор на конструкторе вот здесь пробрасывать что-то типа... это пока просто идея. Мы пробрасываем type, а после этого пробрасываем tuple по версии и мы пробрасываем миграции напрямую через конструктор. То есть мы говорим, что тип такой-то, и вот используй объект с вот этими миграциями. Что в принципе тоже неплохой вариант. Единственное, что эти миграции нужно будет каким-то образом создавать. То есть какой-то должен быть линковщик на эти методы. То есть сейчас. То есть условно у нас здесь будет какой-то public static, вот этот вот объект,
да. Вот этот вот объект. И, соответственно, мы будем возвращать, ну, какую-то вот такую коллекцию. И, соответственно, перед тем, как вызвать наш мигратор, мы должны будем предоставить коллекцию со всеми словарями типов. То есть словарь со всеми мигрируемыми типами и с указателями на методы, вызываемые для миграции. Вот, это второй вариант. Так, Миша пишет. Я не понимаю, зачем нам объединять делегаты. Так, но это мы обсудили. Объединять делегаты будет слишком сложно. Ну и да, мы можем просто при четвертой миграции мы можем вызывать с первой по четвертую. Ура, я чуть ли не с первых стримов хотел донести. Еще был интерфейс вынести сигнатурой. Ага. Версии какую? И версии в интерфейс вынести с какой-то, по какой будет происходить миграция. Миграцию отдать на откуп пользователю. Пользователь будет реализовывать мигратор, указывая с какой версии на какую, реализовывать методы можно интерфейс с дженериками наружу. Окей. Собирайте, создавать, регистрировать инстансы будем где-нибудь в корне композиции пользователя. Вот да, собственно, идея, в принципе, оно имеет место быть. То есть мы имплементируем мы пишем статическую фабрику для каждого iMigratable класса. Снаружи это будет выглядеть person v4, migrations dictionary, ну там create или там populate dictionary, куда будет добавляться наш тип person v4 и будут указываться версии с миграциями. Соответственно, если мы добавляем, мы меняем версию здесь, да, на 5. Все, что мы должны будем сделать, это продублировать метод здесь. Изменить его на 5 и здесь на 5. Ну, это не совсем верно, то есть здесь все равно это должен будет быть какой-то, получается, если мы по типу, то тогда все равно это должен будет быть массив. И мы, соответственно, просто будем дергать эти методы по очереди. Плюс этого прозрачность. То есть будет однозначно видно и понятно, каким образом происходят миграции, какие методы на какую версию залинкованы и какие методы когда будут вызваны мигратором. Есть но минус у этого простой. Во-первых, это дополнительный код, который нужно будет написать пользователю по типу указать, создать эту коллекцию, передать эту коллекцию в сам мигратор. Где он тут? Передать эту коллекцию в сам мигратор. И написать дополнительно фабричный метод, который будет создавать, написать дополнительно вот этот линковщик. Либо еще одна идея, как мы можем это сделать. Мы можем полностью убрать, нам не нужен никакой линковщик, мы можем линковать напрямую. Мы можем налинковать напрямую из мигратора вот здесь, потому что вся информация в миграторе у нас есть. Нам лишь достаточно договориться, что методы будут иметь определенную сигнатуру,
будут называться каким-то вот таким образом, через нижнее подчеркивание. И мы будем через рефлексию внутри мигратора их вызывать. Плюсы этого, ну, не нужен, соответственно, весь вот этот, ну, получается, не вот этот код. Не нужно будет писать дополнительный статический, дополнительный фабричный метод. Соответственно, вызов самого мигратора значительно упростится. То есть у нас не нужно будет ничего писать. Из побочек, ну, во-первых, это сложность в понимании, как что внутри работает, как что вызывается. Ну и проблемы со стриппингом. То есть, если мы захотим использовать, то все методы линковщики у нас должны будут идти с атрибутом preserve. Потому что линковщик не будет знать, будет считать, что эти методы у нас никак не вызываются. Соответственно, он их удалит в случае, если они не будут помечены вот этим атрибутом. Четвертое. Из минусов вот такой имплементации. Под эту имплементацию сложнее будет написать анализатор. То есть нам нужно будет дополнительно проверить Roslyn анализатор. То есть под Roslyn анализатор мы сможем проверить через Roslyn анализатор наличие атрибута preserve. Мы сможем проверить сигнатуру методов, что она совпадает, что этот метод создан. Если вот у нас сейчас версия 5, а здесь только на версию 4 максимальный метод. Мы сможем написать анализатор таким образом, чтобы у нас вызывался... мы сможем написать реализацию таким образом, чтобы у нас вызывался... Чтобы у нас проект не компилировался. То есть мы вызывали ошибку компиляции, если у нас нету метода migrate5. Опять же, исходя из версий. Если у нас будет имплементация статической фабрики вот такой, то мы должны также будем написать Roslyn анализатор, который будет проверять еще и статическую фабрику. То есть мало того, что наличие метода, так еще и наличие фабричного метода и еще имплементацию этого фабричного метода. Вот. Вот. Стриппинг я отключаю, потому что у меня Zinject ломается. Разбирать мне лень, как это предотвратить. Ну, слушай, у меня даже vContainer ломался. У меня я где-то issue создавал для vContainer. Сейчас посмотрю. Так вот как-нибудь можно сделать? Наверное, надо assign смотреть какой-нибудь. Нет. Ну, юзер может быть. Ага. Короче, я создавал вопрос, который был связан с тем, что на хай-стриппинге даже vContainer падал. Но я скажу, есть такая штука, называется link.xml файл. Есть такая штука, link.xml. И прикол этого link.xml, да, прикол этого link.xml в том, что ты можешь указать в нем даже другие библиотеки. То есть
ты можешь не иметь доступа напрямую к библиотеке Zinject, но предотвратить часть имплементации Zinject от удаления ты можешь, если ты добавишь это в link XML. Единственное, что тебе нужно разобраться, что именно тебе нужно оставить. Да, да, достаточно сборку указать. То есть вот здесь вот видишь, можно прям assembly full name, и дальше ты просто указываешь, какой класс, какой метод, ты можешь все сохранить. Либо сохранить только, ну, короче, посмотри имплементацию link XML. У меня даже pull request есть к нему. Ну он уже, по-моему, я его закрыл, потому что автор отказался его имплементировать. О, черт. Мы сейчас так застрянем на этом надолго. Is PR is closed. Reviews. Projects author. Так вот может быть. Да, вот. Автоматическое добавление всех зарегистрированных классов в link XML. И здесь я написал имплементацию, которая как раз таки генерирует XML файл. XML файл на основе того, какие зависимости использует у нас vContainer. И в том числе, да, короче, какие зависимости использует у нас vContainer. То есть все зависимости, которые vContainer зарегистрировал, они автоматически добавляются в link XML для того, чтобы у них сохранился конструктор по умолчанию. Чтобы конструктор по умолчанию link XML записался в конструктор по умолчанию регистрируемых объектов записался в link XML, чтобы он не застрипался. Короче, не суть. Я вот могу... Вот ссылку я скинул, можете почитать. Короче, и... Я правда не знаю, что лучше, потому что мы можем написать это все и через рефлексию без каких-либо проблем. А чтобы снизить влияние рефлексии, мы можем в миграторе написать метод prewarm и прогреть. То есть мы в самом миграторе можем ввести собственную статическую коллекцию типов, которые мы использовали. То есть если все указатели у нас то есть это статические методы. Эти статические методы, они никуда не денутся, они останутся всегда. То есть указатели на них в памяти мы сможем получить в любое время. То есть, если мы однажды уже во время запуска приложения мигрировали Person V4 и подготовили все коллекции, всю коллекцию вот эту, то второй раз нам методы рефлексии не нужно. Не нужно будет вызывать. Ты же хочешь расширяемый код, выделяй абстракции, задай жесткие правила. Профит. Да. Ну да, если жесткие правила создавать, ну типа, вы сможете нарушить, давай спросим у GPT. Ха-ха-ха. Так, давай спросим у GPT. Да я дольше писать ему буду. Нет, ну как вот вы думаете с точки зрения пользователя?
писать фабричный метод с указателями ссылок на методы миграции, либо же через рефлексию все, ну, либо же сделать так, чтобы компилятор, ну, то есть, если вы написали вот так, version 5, то у вас здесь просто ошибка компиляции. То есть вы просто не сможете скомпилировать свой проект, пока вы не напишите метод migrate 5. Вот, как по мне, Михаил, если ты хочешь расширяемый код, выделяй абстракции, задавай жесткие правила. Вот насчет задания жестких правил, вот вы все что угодно, пользователь все что угодно сможет нарушить, кроме компилятора. То есть, если компилятор говорит, что типа, чувак, я не буду ничего компилировать, потому что у тебя нету метода, который вызвать, то есть я упаду в рантайме, то это будет самым лучшим вариантом. Плюс мы сохраняем удобство, ну то есть удобство использования. А если мы, допустим, имеем очень большую модель, мы сможем написать вот такую штуку. Мы сможем сделать параметризируемый migratable и написать, например, person v4 person v4 мигратор. И, соответственно, уже в Person V4 миграторе мы сможем держать все наши мигрируемые методы. Вот. То есть, если что, мы сможем это разделить. Ну, вот этот метод migrate, он, в принципе, вообще уйдет. То есть, останется только поле версии. И все. Методы миграции тоже ушли в другой класс и вызываются где-то там. Но поле версии так и осталось. Вот, собственно, 3 имплементации. Фабричный метод, рефлексия и фабричный метод, да, получается рефлексия и... Ну вот это, кстати, это будет часть рефлексии просто. И все. Как обычно, он простой, оптимальный вариант предполагает, если сейчас вырастить тест, составить, чтобы определить. Так и сделал must have. Ну вот, Вась, Миш, я же объяснил идею. Ну вот спросите у чата GPT, что он там вам насоветует. И напишите сюда. Просто я не хочу сейчас время стрима на это тратить. Я думаю, что оптимально по перформансу, в принципе, нам не так важно, если мы через фабричный метод создадим лямбды. Если мы через фабричный метод создадим... Вот. Но мы сможем сделать iMigratable вот так. И Person V4 вот так. То есть мы сможем Migratable вообще сделать только параметризируемым, где параметр указывает тип мигратора. То есть мы всегда сможем разбить их на 2 класса, если нам удобно, если мы захотим это сделать. Кстати-ка, черт. Стрим начался, и я так и не забыл. Так и забыл написать в чат. Сейчас. Черт. Я со стримом отвлекся и забыл в группу дополнительно, в канал дополнительно написать, чтобы народ подключался. То, может быть, кто-то пропустил. Эх. А вы пока можете спросить у ChatGPT. Включайтесь по ссылке. Сейчас ссылку скопирую.
Мгм. Так, все, ладно, написал сообщение. Ну, короче, как будто если мы сделаем преворм, а, препрогрев, через рефлексию будем получать, сохранять эту сохранять в миграторе вот в эту вот в статическую коллекцию. И параллельно, не знаю, боюсь не так запрос формулировать. А, Да, самое важное это правильно формулировать запросы. А, давайте, наверное, вот на такой имплементации остановимся. Плагин будет позволять снизить нагрузку за счет прогрева типа через рефлексию. То есть мы сможем указать метод preworm вот здесь. И... Ну давай. Не, я вообще другой вариант предлагал. Условно нам для пользователя составить два интерфейса migratable t со свойством версии и migratable со свойством JSON migrate. Ну да, и YouTube не дал просто тебе написать. Просто тебе написать сообщение. Но дело в том, что... Дело в том, что тогда тебе придется вот такие штуки писать, если метод migrate будет один. Да, мы можем вызывать один и тот же метод типа to, да, но внутри вот эта вот логика, она должна будет быть такая же. Тебе нужно будет при вызове миграции на 10-ю версию, тебе нужно будет вызвать вот цепочку всю правильно. Проконтролировать извне я не смогу, ну, типа, мы никак не сможем. Что эта цепочка вызвана, мы должны эту цепочку оставлять всю цепочку оставлять на стороне пользователя. Что будет приводить вот к такому спагетти коду? Да, это безусловно, там можно красиво сконвертировать в какой-нибудь switch вот такой. Типа, но действительно, я вот, мне не очень это нравится. По сравнению, ну, то есть, вот один вот такой метод с кучей имплементаций и вот с таким. Да, есть, конечно, и нюансы, но мы еще Roslyn анализатор, если напишем на проверку этих методов, и даже подсказчик вот здесь вот, типа, для райдера, ну, вообще тоже для Roslyn можно будет написать автоматический генератор. То есть он будет вот здесь, допустим, подсказывать, мол, напиши миграцию для метода 5, для версии 5. Мы нажмем, ну, типа, мы выберем, и он нам сгенерирует автоматически пятый метод. Может быть, даже сразу с атрибутом preserve, если, ну, типа, мы пропишем это заранее. А снаружи... Можно еще абстрактный класс пользователю отдать. Он, по сути, делает для свойства типа type of t. Ну ладно. Короче. Да, Миш, я наверное, тебя понял, но, наверное, нет. В общем, остановимся вот на такой имплементации. А, 1 метод migrate может быть не таким страшным, если после каждой миграции инкрементировать from и проверять дальше. Или я что-то упустил?
Ам. То есть, допустим, если у нас этот метод, да, как ты предлагаешь, вызывается несколько раз, ну, мы все равно должны будем проверить, написать как, типа, от одного до 3. Если мы даже инкрементируем, к нам придет 2, то есть 2 to 3, то ты должен будешь написать здесь какую-то имплементацию. Или там from 3 to 3. То есть, короче. Короче, ладно. Оставим такую имплементацию. Вот здесь, если мы сделаем migratable и укажем тип мигратора, получается, да? T migrator. А метод вот этот уберем. Да, здесь version required always. Migrate version. Потому что есть, может быть, обратная несовместимость с конвертером, который добавляет поле версии. И дать регистратор таких миграторов в коллекцию, который главный мигратор будет проходиться, смотреть версию на объект коллекции. Нам для пользователя создать два интерфейса. Migratable и мигратор. Со свойством версии и свойством типа мигрируемого типа. Можно еще абстрактный класс пользователю отдать, где по сути делает для свойства типа type of t. И дать регистратор таких миграторов в коллекцию. Главный мигратор будет проходиться, смотреть версию на объект, на коллекцию миграторов, на текущей версии Migratable. Это что-то напоминает вещитера. Только вместо кучи объектов в визиторе у тебя будет... визитора, я понял. Вместо объектов в визиторе у тебя будет какое-то количество реализации интерфейса iMigrator. Господи, это надо подумать. Два интерфейса и мигратор. Угу. Ну, ты, Миш, меня загрузил, конечно. Ну, давай, да, чё, кидай. С примером кода, конечно, намного проще будет. Ага, у нас... у нас с параметризацией здесь возникнет проблема. Да, поэтому лучше оставить этот метод непараметризируемым. Потому что нам будет сложно вот здесь. Нам нужно будет написать как-то типа migrator t. И вот этот migratable t. Короче,
Короче, нет. Параметризацию здесь будет неудобно писать. Из-за жесткой связи с JSON конвертером. Ну понятно, это просто ошибка из-за того, что мы конструктору по умолчанию написали. В общем, ладно. Пока оставляем все так, как есть. Единственное, что если мы захотим разъединить эти два объекта. Ну, кстати-ка, насчет разъединения. Вы всегда можете... модель ведь будет на вашей стороне. Вы всегда сможете person v4 сделать partial. И все. Вот таким вот образом. И все. И что париться-то тогда? Ну да. Ну и что? Чем мне тогда париться, если есть метод partial? Это всегда сам клиент сможет разделить. Мне не нужно никакие там кастом миграторы писать, вот эти вот и параметризируемые типы. И уж тем более создавать атрибут типа там, не знаю. Какой-нибудь custom migrator. Stateful UI по типу JObject. Ой, ладно. Все, давайте переходить к имплементации. Значит, давайте начнем с чего-нибудь простенького. Типа у нас есть... Первое, что нам нужно, это достать поле версии. Это достать поле версии из Migratable. Начнем с того, что поле версии у нас может не быть. Угу. Так, ребят, давайте одну минуту перерыв. Я за чайком отойду, и мы начнем. Миш, если ты кинул ссылку в чат на YouTube, то нет, ее не видно. Но закинь мне в личку или в группу в чате, я ее открою на стриме. Да, все, кто у нас на трансляции, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Сейчас будем писать имплементацию, вроде подумали, какие варианты есть. Вот, и не забывайте чайку наливать себе. Кстати, звук есть? Да, вроде есть. У меня по традиции какой-то китайский зеленый чай. Ну вот, я себе заваривал перед трансляцией.
О, солнышко выглянуло. Так. Значит, что? Нам нужно взять тип объекта и найти все лямбды, указывающие на статические классы. Короче, у меня есть идея на суперхак. Но мы это проверим потом. Код не видно. Да, спасибо, Мишень. Ну, я, кстати, не писал никакой код. Ладно. Version. If JObject contains key JSON property version. Давайте, наверное, в какую-то константу вынесем. По типу migrator constants. Так, static public const string version field name. Да. И здесь migrator version field name. Здесь contains keys migration constant version field name. Потом, если что, переименуем. Если ключ содержится, точнее как, если не содержится, то это значит, что мы по умолчанию принимаем версию как нулевую и проходим по всем элементам. Start version. Start version равно 0. Иначе start version, да, to object to int. Это можно все упростить. Нет упрощения. Давайте пока оставим так. Как-то объединить. Нет. Дальше. Получается, мы идем, вызываем цикл. Получается to version, который идет до текущей версии, которая у нас есть в типе объекта. Ну да. Вот тут вмешивается интересный момент, что нам нужно получить инстанс iMigratable, который может быть, то есть нам нужно полностью уйти от статического поля,
статического, от виртуальной property нам нужно полностью уйти. Потому что нам нужно каким-то образом знать, какая крайняя версия нашего мигратора. Если мы вызовем existing value прямо здесь, то мы получим null reference exception. Вот и приехали. Вот и приехали, собственно, к тому, что если мы имплементируем интерфейс iMigratable, то и вот эта штука должна быть статической. Допустим. Ну тогда, допустим, сделаем тогда интерфейс. Ой, атрибут migratable. И будем менять у него версию здесь. Тогда интерфейс не потребуется. Мы поставили один атрибут, написали методы, проанализировали объект. И на этом объекте вызвали все методы. Тогда нам и поле версии здесь не нужно. Единственный вопрос, сможет ли Roslyn анализатор смотреть в атрибут? Если делать через коллекцию миграторов, то нам не надо знать последнюю версию. Они сами там разберутся, если юзер не накосячил. А если юзер накосячит, то анализатор пнет. А как мы тогда в JSON запишем последнюю версию? То есть версия текущего JSON, на которую мы мигрировали. Типа, исходя из имплементации юзера. Но это мигратор пусть пишет. Ну, допустим, да, мигратор там пробегается по всем элементам, типа версия 1, версия 1, 2, 3, 4, 5. И на основе этого счетчика, да, пишет последнюю версию. Ну, типа тогда версионирование будет непрозрачное, если пользователь такой, ну, а сейчас там не 5-я, а 10-я версия. Типа... На основе методов, которые написал пользователь. Анализатор пусть пинает за такое. Анализатор не сможет за это пнуть, потому что у анализатора не будет он не будет знать последнюю версию. Вот здесь он будет знать последнюю версию, 5-ю. Он должен будет проверить, что здесь есть 5 методов.
Это анализатор будет знать. Если анализатор, допустим, он увидит здесь 5 методов или 20 методов, он не узнает, сколько версий. Типа... То есть, допустим, у нас 20 версий, но пользователь написал всего лишь 5 миграций. Ну, типа, это значит, что у пользователя просто не будет. Ну, типа, анализатор никак об этом не узнает. Мы не сможем это никак проверить. В общем, да, пока, ладно, пока не нашли. Но если у нас есть migratable, вот здесь мы указываем пятую, это последняя версия, которую мы поддерживаем, да? Тогда мы сможем проверить, получить этот атрибут. Условия жестко задавать сколько версий, столько иммиграторов. Ну да. А для чего start version присваивается дважды 0 в миграторе? А, имеешь в виду вот здесь, это пока я просто накидываю имплементацию, то есть это мы потом оптимизируем. Да, это безусловно не, как это, мы здесь покрываем только все кейсы. То есть мы пишем только имплементацию, мы еще не рефакторим. То, что она не идеальная, это окей. То есть, ну, меня лично это не беспокоит, то, что это написано пока вот так. Главное, что мы в целом обработали этот кейс. Именно кейс, когда у нас нету поля version field name. Вот. Ну да, все, чё. Ничего ничего тут больше думать. Migratable. System attribute. А если мы его... О! Смотрите, убиваем зайца, убиваем двух зайцев одним выстрелом. Делаем Unity Agent. При... Нет, в каком он там пространстве имен-то сидит? Он сидит в пространстве имен. Unity Engine Scripting. Во! Ха-ха! О, кстати-ка. Attribute usage тоже добавим. Так, migratable attribute inherited. Allow multiple false, inherited true. И применяется для класса. Глянь код а-ля visitor. Давай посмотрим.
У тебя есть 5 ну, то есть ты добавляешь несколько имплементаций параметризируемых, каждая из которых хранит тип на коллекцию, хранит, ну, хранит тип реворда, и, соответственно, ты в зависимости от того, какая у тебя имплементация, ну, то есть ты можешь создавать, подпихивать разные типы объектов и создавать разное внутри них поведение. И в reward presenter это базовый класс, ты его хранишь и вызываешь на нем метод display. Как это может нам помочь? Как это может нам помочь? Есть JSON мигратор, параметризированный. А есть какие-то популярные open source миграторы? Да, Валентин, есть. Один я упоминал на прошлом стримов. Не сказать, что он популярный. Это единственная вообще имплементация. И, собственно, почему я вообще решил написать более легкую версию. И она как раз-таки вот migration.json.net. Вот, здесь как раз-таки используется вот таким же образом. Оно делается через статические методы, через вызов статических методов и через атрибут migratable. В целом достаточно удобная имплементация, но единственное, что эта версия, что вот этот плагин, он очень интерпрайзный. То есть там чувак, когда его писал, ну он такой, типа, ему вообще без разницы было. На локации, на скорость, на все что угодно там. Ну, короче, не самое эффективное, и плюс с точки зрения пользователя, ну, короче, плагин можно написать лучше. Мне не нравилось им пользоваться, вот, поэтому я решил просто написать свой. Вот, и я сейчас как раз думаю насчет имплементации. Можно ли как-то отойти от имплементации, которая предложена здесь? Собственно, и Михаил Суворов прислал свою идею, как это можно сделать. Соответственно, Да, всегда пожалуйста. Если что-то непонятно, не знаю, задавайте, спрашивайте вопросы, я всегда готов ответить. Соответственно, есть какой-то абстрактный класс, мы реализуем, указываем тип. Допустим, вот это будет тип мигратора, на котором мы сможем создать, допустим, инстанс мигратора, вызвать на нем все методы, но проблема вот в чем еще проблема будет вот в такой имплементации, что для каждого вот этого типа, который мы здесь указываем, то есть вот это будет мигратор, да, давайте я скопирую идею, да, Миш, с твоего позволения, спасибо большое. Не обращайте внимания, что здесь все красное, просто саму идею обсуждаем. Мы пишем, соответственно, допустим, соответственно, там типа base migratable, да. А вот здесь указываем, что, допустим, person v4 migrator. И внутри здесь вот здесь. Да ё-моё.
Вот. Внутри метода migrate, нет, у нас здесь метода migrate вообще не будет, потому что это будет у нас условно person, да? Person model, который мы будем десериализовывать. И для того, чтобы вызвать последовательно миграции на Person v4 Migrator, мы должны будем... у нас не получится написать... То есть мы напишем класс, да, здесь будет у нас public void m1, m1, m2, m3 и так далее. То есть m4, m5. И каждый раз, когда мы будем добавлять новую версию, мы должны будем написать новый метод. Вот. И все, и вызывать эти методы в самом миграторе в правильном порядке мы все равно не сможем. Base мигратор person v4. Ну, хорошо, base мигратор. Да, person v4. Соответственно, здесь заставляем его реализовать список миграций, допустим, сделать, да, то есть определяем в базовом миграторе список person v4, то есть он по типу будет, это будет какая-то коллекция, но здесь опять же проблема с тем, что person v4 у нас будет без инстанса. Stateful UI компонент заменить на JObject. Ну, мы берем, ну это, да, так, ладно, override. Окей, мы берем базовый метод, а на person v4 мы указываем тип, который мы мигрируем, а на нем должны быть методы, которые будут вызывать саму миграцию, и в принципе мы в person v4 можем прописать эти типы. Ну да, это понятно. Ну нет, может быть, Миш. Но опять же, вот проблемы того, что у нас возникнет здесь, что нам нужно все равно создать, что у нас iMigratable, и неважно какой там base migratable t, параметризируемый, не параметризируемый, у нас не будет инстанса, у нас нету инстанса, но нам нужно каким-то образом вызвать какую-то логику. Ну, давай, если у тебя хорошо, если у тебя есть идея того, как это можно сделать лучше, создай pull request. Типа есть ссылка на GitHub на проект. Типа ты можешь без проблем создать issue, описать то, как ты видишь эту имплементацию, сделать pull request с примером этой имплементации и закинуть. И на следующем стриме мы это обсудим, потому что сейчас, ну,
огромное количество времени тратим, к имплементации не приступаем. Вот. Типа, пока я все еще не могу допетрить, как ты себе, ну, как ты себе все это представляешь. К сожалению. Ладно. Migratable int version. Окей. Окей, ладно. Пробую, как получается. Окей, private read only здесь. Да. Ну, вот да, Валентин, здесь я согласен. Миш, красава, идея супер, не опускай руки. Типа, все получится, я готов без проблем выслушать твою идею. Просто давай немного структурируем этот момент и напиши, создай issue, pull реквестик, потрать немножко времени, реализуй свою идею, закинь ее и без проблем на стриме обсудим. Так, ладно. Значит, start version. Получается var. Давайте так. From to version. Теперь мы идем в object type и get custom attributes bool in так, attribute type of migratable attribute inherit. У нас по умолчанию идет получается inherit true. Зачем здесь указывать? Get custom attributes. А мы можем конкретно получить get custom attribute. Что он у нас принимает? Какой-то конкретный атрибут, да? Атрибут это реализация system attribute. Значит, если он у нас приведен к указателю, к базовому классу атрибут, мы можем сделать migratable attribute, привести его к конкретному типу. Если не получится скастить, fail fast. Ну, типа, грубо говоря, проблема пользователя, что он не смог указать. Соответственно, to version здесь давайте так, migratable attribute и, соответственно, var to version create property конструктор version рисует значение version, соответственно int да, альтернативной какой-то реализации здесь не будет. From version to version. Так. А что будет? Так, fail fast это хорошо, но потом надо бы еще... Да, слушай, на этот счет мы
Ну, мы просто потом все в try-catch обернем, и все, и пользователю будем форвардить exception наверх, и все. Типа, не наша задача разбираться, по какой причине там упал. Надо лишь дать возможность человеку снаружи это обработать. Вот пусть этим и займется снаружи. Так, а что будет делать Roslyn анализатор? Смотри, Roslyn анализатор будет делать очень классную штуку. Он вот сейчас, если мы указали здесь версию 5, нам, ну, типа, нет никаких проблем. Не будет. Но возникнет проблема в рантайме, потому что мы не найдем метод 5. В рантайме у нас будет ошибка, потому что мы не сможем смигрироваться с 4 на 5 версию. А если мы напишем Roslyn анализатор, который будет выкидывать ошибку компиляции, в случае, если под версию, которую мы указали в атрибуте, не будет метода внутри. И, собственно, мы также сможем мы также сможем генератор написать. То есть вот здесь менюшка выпадает, и под этой менюшкой будет написано типа добавить метод миграции 5. Хоп, и у нас сразу метод готов, нам ничего делать не нужно. Но это идея. Я честно, это надо будет еще посмотреть. Это надо будет еще посмотреть имплементацию Ройслина. Я такого не писал ни разу, но по идее это можно сделать, потому что Ройслин это же ведь надстройка над MS-билдом, компилятором, который имеет возможность синтаксического анализа всего написанного кода. Значит, он в это точно умеет. Я уверен на 100%. Вот. Так, мы get custom attribute, inherit true to version. Все, версию получили из мигратора. Теперь нам нужно достать все методы. Блин, уже так не терпится показать хак один, потом может быть. Так, migratable attribute, inherit true from version to version. Так, ну по идее дальше мы вызываем for. Откуда пишем car version, да. Car version. Начинаем мы его с from version, доходим до to version. И теперь мы должны из объекта типа object type get retrieves an object that represents a specific method. Нет, по идее вот так. И мы должны дальше сканкейтить наш... Пока напишем так. Migrate. Да, current version, invoke. Ну, конечно, тут conditional access, вот это все. На каком объекте? Поскольку методы статические, то давайте пока invoke мы уберем и добавим атрибуты. Значит, во-первых, это статический, во-вторых, binding flag non-public. Да, господи, Copilot, дружище, не суетись. Значит, это статический приватный метод должен быть. Да. Угу. Это конкретный метод 1 на 1, 2, 3, 4. Соответственно, может быть запросто так.
Да, соответственно, может быть очень легко так, что наш migration метод может быть равен null. В принципе, в этом ничего страшного нету, мы просто continue делаем. Хотя нет, по логике мы жестко должны как раз таки ограничивать это. Что мы не можем просто с версии инкрементировать версию по единице каждый раз. За единицу на единицу. Не на 2, не на 3. Но, допустим, если у нас версия 5, и мы напишем вот таким вот образом. Перескочили мы. Не факт, что пользователь сделает его... Что пользователь сделает его приватным. Но мы уговорим пользователя. Public static... Ну, окей, давай попробуем просто статик сделать. Хотя... Flatten hierarchy. Static members includes fields, methods, properties, nets that type are not returned. Ну ладно, пусть будет так, но вообще нету никакого смысла делать эти методы публичными. Типа, они будут вызываться внутри мигратора. Ну давайте пока new. Так. Public class exception. Method name. Так. Indentation. Not found. Should be. Should be. Вот так. Пусть будет. Ну да, Миш, согласен. Так. И вызываем метод. На каком объекте мы вызываем? Ни на каком. Поэтому object null. Потому что объекта может не быть. И передаем ему в аргументы сам JObject, сам объект первоначальный. И получаем его в return. То есть мы оставляем пользователю возможность пересоздать JObject. Ну, вдруг ему это нужно будет, и вернуть. Вот. И все. Получается... Все, или я что-то забыл опять?
Мы собрали методы. Получили этот метод через рефлексию. Вызвали его, JObject мигрировался, прогнали с версии там 1 до версии 2. Объект мигрировался. В итоге финально, да. Под конец нам ничего делать не нужно. Мы... Не, где-то этот код. Сейчас. Вот он. If existing value не равно null. И object creation handling не равно replace. То есть, если не равен null, то тогда serializer serialize on writer, deserialize. Deserialize, JSON reader и JObject create reader. При этом даже вынесем его сюда. Using JObject свое значение. Да, ну, ладно. Так, var. И здесь добавляем. Вот так. Если existing value не равно null и так, то мы делаем deserialize и передаем сюда JObject reader. Cast to iMigratable. Ну да, да. Иначе return serializer populate тот же JObject reader и existing value. И iMigratable. По сути, каждый метод версии к версии мутирует состояние JObject. Да, да, все верно. Но ключевая... Deserialize, кстати, у Deserialize есть... точно. Нам еще и имплементацию нужно будет поменять. Сейчас везде ошибки компиляции будут. По сути, каждый метод от версии к версии мутирует состояние JObject. Да, все верно. Каждый JSON файл, каждый JObject метод вот этот мутирует состояние, потому что версия 4 может быть несовместима с версией 1. Мы должны вызвать методы 2 и 3. И мы должны мутировать JObject с версии 1 на версию 2, с версии 2 на версию 3, с версии 3 на версию 4. И мы должны вызвать все эти методы точно так же. К сожалению. Ну, или к счастью. Если не равно null, мы можем вот так сделать. Так.
Нет, подожди. Вот так должно быть. Да. Вот так. То есть мы берем версии, то есть еще раз проходимся. Мы берем, читаем объект, вычисляем версию нулевую. Протестируем. Ну, Мишань, конечно, протестируем. Просто прямо сейчас это работать не будет. Потому что, во-первых, нам нужно избавиться от интерфейса iMigratable. Вот, потому что мы его больше не используем. И сейчас у нас будет куча ошибок компиляции. Вот. Write JSON. Ай-яй-яй-яй-яй. Return object. Read, write. Вот, can convert метод. Сейчас его опишем здесь. Так, iMigratable is assignable from object type. Нет. Нет. Object time get custom attribute. Ну-ка. Get custom attribute. Attribute get custom attribute. Get метод info. Member info. Бла-бла-бла. Get custom attributes. Да, и он все равно проходит. Если равно length 1 custom attribute, то иначе так что он получает несколько атрибутов, если они не равно, если он но если он равен одному, то мы возвращаем нулевую, иначе выбрасываем ошибку. Прикол. Ну ладно, благо у нас атрибут 1, а если пользователь решит еще один атрибут добавить. Ладно. Не равно null. Convert. Так, и возвращаем, соответственно, тип объекта. Deserialize. Либо existing value, либо deserialize. Теперь идем править ошибки. Здесь. Получается не iMigratable, а Migratable 1. Убираем. Получается migrate 1. Exist. Exist.
Нет, я так не буду делать. Потом поправим, если в рамках оптимизации перформанса. Ну потом это поправим. Угу. Угу. Так. Убираем всю старую имплементацию. Убираем все старые имплементации. Тут 3. Соответственно, здесь вот так вот делаем. Так, вот это вот пока уберем. Нет, person 2. Migrate 2. Получается, здесь нам нужно еще добавить Migrate 1. Я тут на днях в очередной раз решил поэкспериментировать с функциональным программированием в C#, танцерки, монады maybe и методы расширения для коррирования частичного применения. Блин, классно, прикольно. Монады, я тоже когда-то разбирался с монадами, с функторами, аппликативными функторами, с функциональным программированием даже. Писал, учил Rust до того, как это стало мейнстримом. Вот, до того, как все начали. Когда он стал популярным еще в бородатом году 17-м. Но как-то у меня не пошло. Ну да, тоже что прикольно. Молодец, отличное начало. Продолжай в том же духе. Насмотренность программиста на этим и тем программисты в целом-то друг от друга более-менее по скиллу и отличаются в том, что у одних насмотренность чуть выше, чем у других. То есть мы внутри статического метода пытаемся вызывать какой-то метод миграции
Блин, как-то можем это продумать. Кстати-ка, вот здесь. Если current version 1, to version 2, то мы вызываем только version 2. Если version 0, то мы вызываем version 1. Угу. И добавляем поле версии. Ну да. Здесь все должно быть нормально. Единственное, что надо как-то посчитать, что... надо как-то посчитать, что мы вызвали метод миграции. Я в свое время не учился нормально в универе, не вникал в это все, потому что неинтересно было, а теперь интересно, и времени мало. Тогда наоборот, времени много, интереса мало. Ну, я не учился в универе, я это вникал, потому что мне это было интересно. Вот. Точнее, как, я учился в универе, но я отчислился с 5-го курса. Не закончил. Вот и все. Вот и вся история. Нам надо как-то убедиться, что методы вызваны. Как мы можем в этом убедиться? Нам нужен какой-то статический... Разве в универах такому учат? Ну, Вась, слушай, там могут преподавать все в супер прикладном уровне. Типа функциональное программирование, типа... Функциональное программирование же появилось одно из самых первых вообще. Как программирование, и оно пошло от математики. И, соответственно, в универах достаточно, ну, типа, легко преподавать то, что наследуется от математики, потому что, типа, вот. И все. Поэтому, да, там наверняка такое есть. Так. Public static метод call handler класс public void register public void clear. Public only struct метод метод call params, соответственно, сюда, здесь прописываем public list метод call params. Methods. Public static. Там мы просто сюда int будем записывать и все. Соответственно, метод name split через пробел int parse. Вот так.
Господи, синтаксис, что с тобой не так? Int parse, метод split. Только не пробел, а нижнее подчеркивание. И уберем лишнюю скобочку. Структуру уберем, clear и cold method сделаем clear. Ай, все. Method call handler register. Name of migrate 1. Так. Migrate 1. Migrate 2. Здесь, соответственно, migrate 1. А здесь тоже migrate 1. Все это написали. Связанный список из миграторов. Не знаю, насколько это сработает. Да, было тоже предположение цепочку Chain of Responsibility паттерн реализовать. Но опять же, это все должно будет быть на стороне пользователя, понимаешь? Мы хотим логику на нашей стороне агрегировать. Так, вот. Вот так вот. Int. Получается... Давай так. Вот так. Вот так сделаем. Окей, хорошо. Теперь убираем все ненужные старые вот эти старые вонючие поля. JSON constructor called это хорошо. JSON migration called убираем. Мы будем переходить на другую имплементацию. Мы переходим, точнее, на другую имплементацию. Так, а есть какой-то не тир down, а per тест. Вот претест и пост-тест. Получается, пост-тест. Нам нужно вот здесь migrate. Migrator. Да, господи, как это называется? Метод call handler.
Method call handler clear. Вот. То есть после вызова каждого теста мы будем автоматически очищать. Да. И здесь, соответственно, сейчас проверяем. We run migrator and call migrate on model. Значит, не person, а method call handler cold count 1. Вот так вот должно быть. Давай, нет, давайте version cold count. Вот так вот. То есть мы, получается, опять же, method call handler version call 1. А что из true? Ну, ладно. Старая имплементация. Окей. Здесь... Так, проблемы с имплементацией пошли. Вот здесь бы уже InSubstitute бы пригодился. Мы бы все это намного проще смогли бы вызывать. У нас два разных типа. И здесь мы не трекаем, мы трекаем только версию и количество вызовов. Соответственно, у нас будет количество вызовов 2. Нам нужно проверить вызовы конкретных методов на конкретном типе. Соответственно, мы должны будем еще добавить type. Color object. Угу. Да. Это тоже не поможет. Почему? Потому что person это все инстансы, это все те же самые методы. Давай так. Разные инстансы, разный хэш-код. Мы можем писать хэш-код по типу. Тогда получается... Чтобы тест у нас... Сейчас. Да, здесь без тайпа не обойтись. Только не тайпа, тогда... Нет, не так. Это мы сделаем просто object this.
не this, получается, а... Object Origin. Получается, что мы будем хранить версию, которую как же это неудобно. Ладно. Public read only. Получается int по метод call info. Здесь получается вот так. Да, ты достал. Ага, инстанса-то нету, origin-то нету. Мы даже не знаем, на каком объекте, на каком инстансе объекта мы это вызвали. Ладно. Откатываемся. Да, ты пропустил момент, когда я так и не разобрался, как мне посчитать здесь. Как мне вот этот кейс посчитать через метод handler, метод call handler. Да, version called count. Вот, судя по всему, вот надо делать вот так тогда.
Вот здесь, соответственно, тоже. Да, все тесты ломаются. Надо вот этот метод полностью переписать. Мы вызываем метод. Да, мы просто type здесь должны указывать. Type и метод name. И здесь мы должны добавлять по тайпу и делать вот такой вот тюрку. Contains key type и, соответственно, method version. Это method call count. Ну, конечно же, оно так не поддерживается, поэтому private record class не получится подключить. Не хочу подключать рекорды этим заниматься, поэтому так. Что я пропустил? Да, Мишань, много пропустил, но я пытаюсь написать метод handler. Так. Type. И одну версию мы не можем вызвать несколько. Нет, мы можем. Да, получается.
получается как-то так. Заменяем теперь все имплементации. Ах. Type of person v1. Метод call count 1. Соответственно, здесь type of person JSON CTOR. И метод call count. Почему? Ну мы проверяем, да, что метод migrate был вызван на нем. Да. Окей. Дальше мы берем type of two persons migration smoke call count. Нет, вот здесь как раз таки вот он, да, этот момент. Вот на person v1, то есть внутри у нас будет значение 2 вот здесь. То есть на оригинальном объекте на оригинальном объекте он вообще не вызовется. Здесь exception будет, поэтому вот так. А вот здесь two persons migratable, то есть этот migratable, то есть type of person v1, да, а вот здесь type of migration mock, метод call count, да, должно быть 1. Соответственно, здесь 2. И здесь тоже опять заменяем на call handler register. Нет, не register, а version called count type of person, да. Здесь 2 объекта: Алексей Казарезов, Михаил Суворов. Аналогичная ровно ситуация здесь. Аналогичная ситуация здесь. Все. Фух, это было чуть сложнее, чем я думал. Сколько красных тестов? Та-да! Open error line. Specify cast is not valid. JSON. Так. Internal invoke. Так. Сейчас подумаю.
Что-то тут забыли. Давайте Object Type попробуем. Окей. Так, ну что, ребят, это успех. Я считаю, это успех, потому что у меня крашнулась Unity. И она крашнулась второй раз. Притом она просто форсом закрывается, даже без шансов. Что я такого здесь поставил? Давайте просто встанем и посмотрим. Вообще, кстати-ка, проверим, что пост-тест вызывается. Потому что... Так. Давайте проверим Unity. Unit. Так, Custom Unit. Unit Documentation. Да зачем вы мне это? Мне Unit Docs. Unit GUI. Setup teardown. Так. Running test, writing tests. Setup teardown, base setup derived. Technical notes. Так, есть вот пост-тест. Что это за атрибьют? Откуда он пришел? Получается, teardown у нас, сетап и teardown у нас запускается каждый раз после запуска одного теста. Ладно. Ну, по-моему, dispose, да, но мне нужно, чтобы он вызывался каждый раз, а не один раз просто. И вот я не уверен, что он вызывается именно один раз. Ой, что он вызывается каждый раз.
Так, read JSON. Ну вот, первая часть. Пошли. From version 0. Contains key. Contains key есть. From version 1. Migratable attribute. Version 2. Отлично. To version 2. From version 1 to version 2. Проходим, получаем метод name. Migrate 1. Get метод info. Получили. Не равно null, не равно null. JObject, migrate. Вызвали. Зашли. Потом создали reader. Если то deserialize. Так, что получается-то? Код-то работает? Вроде рабочий. Я понял. Unity упал. Он у нас вот так deserialize у нас по кругу и крутится. У нас здесь бесконечный цикл. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, как это сделано. Как это сделано в оригинальном плагине. Как эту ошибку они исправили. JSON конвертер. Мы можем из сериализатора убрать PLA serialize. Здесь-то как он делает? Load, data migrator, try migrate, потом serializer, deserialize, data reader. Ну. Он внутри, что ли, хранит еще версию?
Да нет, вроде нет. Ну, он получается мигрирует, а потом сериалайзер здесь возвращает. То есть в следующий раз, когда приходит вызов метода deserialize здесь, он каким-то образом просто не заходит в этот try catch. А, вот где он это делает. Он делает это в can convert. И в can get convert он is migrated. Вот get to default. У него здесь есть метод. Вот он. Dictionary migrated types, да. То есть он добавляет... то есть он проверяет, какие типы он уже мигрировал. Ну да, чё, логично. Migrated types. Migrated types. Object type. Ну, у него, правда, по-моему, там false он ставит именно здесь, а при попытке миграции migrated type, object type равно true. Соответственно, здесь у него две проверки. Is migratable. Is migrated. Да. Ну или так, какая разница. Ну, try get value. Ну, кстати, да. Можно лучше делать, эффективнее. Единственное, что если у нас возник exception здесь где-то, да? Ну, здесь просто false ставим и все. Кстати-ка, мы можем попробовать migrated types. Мы можем использовать это для оптимизации тестов.
потому что мы сейчас там используем статический класс, который не очень оптимален. Ну, хотя бы так. А, migrate 0. Ух ты. Ну from version. Меньше либо равно. Ну да, если уже даже Мишаня устал, то да, уже трансляция прям сильно затянулась, почти аж на 3 часа. Так что да, ребят, давайте. Всем спасибо. В принципе, мы все написали, все, что хотели. Вот. Осталось только с мелочами разобраться. Ошибки все пофиксить в тестах. И все. Так что давайте, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться. Реально ли расширение для браузера, чтобы текущий код на экране копировать? Да не, маловероятно. Не знаю, может быть только если какая-то аишка, которая будет читать этот код, преобразовывать его в текст. Может быть и можно. Распознаватели текста с экрана есть. Вот. Но может ты можешь в репозитории потом весь этот код посмотреть, я его закомичу. А, Ну да, медленно. Да. Так. М, Share X есть, там есть у себя распознавание текста. Прикольно. Я не знал. М, Сейчас, кстати-ка, проверим, сколько тирдаун-то у нас вообще работает. Да, после каждого запуска метода у нас работает тирдаун. Так, open error line.
Тирдаун ник прикольный. Да, согласен. Меньше либо равно вот здесь надо поставить. И должна большая часть тестов позеленеть. Фух. И, кстати-ка, из прикольного. Теперь тест с конструктором будет работать. Да, зелененький. Вот это не, вот это что-то непонятно. Давайте посмотрим, давайте задебажим его быстренько. Так, стоп. Does not throw, да. Да. Ладно, давайте еще раз запустим. Метод почему-то он... Ой, не тот метод запустил. Exception. Expected not null. Короче, вот этот тест надо будет потом поправить. Я еще подумаю, как его с одним и более конвертером. Да, это сейчас это ограничение имплементации, но по крайней мере, все остальные тесты зеленые. Это значит, что наша имплементация с вызовом всех методов работает правильно. Останется только написать в write.json на случай, если мы будем сериализовывать объект самой последней версии. Это мы уже сделаем на следующем стриме. И также нужно будет написать, исправить вот этот тест. Но из положительного, то есть мы сделали, то есть мы написали done.
Вот. И пользователю для имплементации все, что нужно будет сделать, это написать написать просто вот эти методы. И все. А что случилось? Я куда-то букву поставил, что ли, да. Вот. Соответственно, мы вызываем версия 1. Здесь метод 2 вызываем. В принципе, выглядит достаточно удобно. Ладно, ребят, на этом все. Допишем уже следующей части. Давайте закоммитимся пока что. Это было долго. Так, мы переписали, написали атрибут, написали класс handler, переписали полностью имплементацию метода readJSON. После этого дописали там readConvert, writeJSON, readJSON. Переписали все на метод call. Поправили какие-то ошибки, сделали done на нашей задаче. И да, и поправили наши моки. Фух, ладно. Уже долго, я уже сам устал. Стрим 5. Write implement migrator implementation. Так, вроде готово. Ну и под занавес. Ну и под занавес. Вот так. Improve implementation сделано. Test case existing value and populate сделано. Все, останется там. Давайте сразу. Fix test case with hijack high track. Fix test case with many converters. Да, это уже на следующем стриме, или может быть я в офлайне поправлю. Все. Ладно, ребят, всем хорошей рабочей недели. Спасибо большое, что залетели на стрим, посидели вместе со мной. Мы тут 3 часа проболтали, просидели, прорешали эту задачу. Вот. Было круто. Всем. Да, Илья, тебе тоже спасибо, что остался до конца. Вась, тебе тоже спасибо. Плана минимум мы выполнили. Вот. Мы молодцы. Все изменения сможете найти в репозитории. Задача на следующий стрим тоже понятна. Пофиксить тест и, наверное, начать писать какую-то Roslyn имплементацию на проверке наличия вот этих методов migrate и тому подобное. Вот. Ну и все. Всем хорошей рабочей недели. Ребят, спасибо большое. Еще раз всем пока-пока. Сердечки полетели в чатике.
Это.